Раз, два, три. Ну что, классическим образом стрим придется резать с самого начала. Всем привет, вы на канале Польза стрима. Меня зовут Саня. И здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. Сегодня я буду рассказывать вам о Poco X7. И это у нас специальная версия, которая Iron Man. Насколько она хороша, стоит ли на нее обращать внимание и вообще стоит ли ее, разумеется, покупать. Это вопрос, как говорится, открытый. Мы на него будем потихонечку отвечать. Сразу хочу спойлернуть. К сожалению, здесь у нас в этой версии нету зарядника в комплекте. То есть, если вы даже его не нашли, эту версию, то не расстраивайтесь. С другой стороны... Давайте вместе разберемся с этим вопросом. Не сейчас, не хочу разбираться. Чтобы дать более точно. Так вот, прикол основной: расцветка, плюс коробка и плюс вот такой вот ключ для извлечения сим-карт. Вот по большому счету вся разница может быть. Я еще сделаю обязательно сравнение с обычной версией, но мне кажется, что ввиду того, что сейчас все клепают обзоры на великолепный X7 чистой воды, это как раз самая актуалочка, да, что а вдруг здесь что-то по-другому. Хотя, разумеется, мы все прекрасные взрослые люди, не все прекрасные, но все взрослые, и понимаем, что, скорее всего, разницы будет мало. Так, в Antutu 1 575 000 баллов, как вы видите. И вот сейчас мы будем потихонечку его мучить, это Antutu, и проверять в течение 3 заходов, как что будет отрабатывать. Да, у меня что-то было со связью. Не забудьте прожать лайк все, кто пришел. Если хотите, чтобы я продолжал покупать такие лимитки, пишите. Плюс Iron Man Edition мне обошелся в 33 000 рублей, чтобы вы понимали. Наверное, я завтра подумаю, именно этот смартфон я, может быть, разыграю. Почему? Потому что, мне кажется, это правильно. Ну, он прикольный. То есть его в России не будет просто купить. Да, он будет после того, как я его там потоплю и т.д. и т.п., но с ним ничего не случится. У меня есть утопленник. Ну, если умрет, то я куплю еще один и разыграю. А если нет, то я его разыграю, скорее всего. Условия расскажу завтра в ролике. Я думаю, что вы оцените, и надо хоть что-то интересное разыгрывать, иначе будет скучно. Хотя все так же я разыгрываю Poco X6, потому что у меня их еще штук 6. Poco X7 Pro мне выслали уже 4 штуки, я их купил. Сначала 3, и вот сейчас еще один. И может быть на распродаже еще куплю. Вот, и после того, как на распродаже еще куплю, попросил глюки убрать, они убрались. Ты про что, Жужу? Про какие глюки? Меня выкидывает, всем привет, Люки Вин, все в порядке, летает, не лагает. Так, напоминаю, что те, кто первый раз сюда пришли, все вопросы, какой смартфон лучше, только через донат. Этот мы смарт можем обсуждать, вообще все что угодно можем обсуждать. Исходники фото на него уже сможете завтра скачать. Блин, лагает тюб. Лагает? Плохо. Плохо, лечить надо. Или не лечить опоссум. Ну, значит, как говорится, не судьба тюбу быть. Мне не на чем больше стримить. Ну, как бы вот не на чем. Ничего модерацию не может нормально вести, если с этими людьми, которые мне смерти желают. Я чумею. Вот самое интересное в техноблогинге, знаете, когда кончаются аргументы, в принципе, в любых диалогах, я просто замечаю это в чатах, люди переходят на личности. То есть вместо того, чтобы обсуждать какие-то конкретные вещи, у нас недавно была перипетия мини-война, точнее не мини-война, меня попросили сравнить OnePlus 13 китайскую версию и глобалку. Я сравнил, результаты получились так, что как и должны быть. У кого были китайские OnePlus и глобальные, те знают, что агрегация частот у китайских другая. И если вы будете пользоваться им в России, они будут работать хуже. В какой-нибудь дыре, там, супер дыре, ну не дыре, а очень далеко от центров областных, они могут работать плюс-минус одинаково. Во всех остальных случаях по-другому. Так вот, серовозы начали пиарить эту тему, что агрегация слова они не знают в последнее время. Там, соответственно, люди, которые привыкли мусорить, материться, кидать всякие знаки, за которые раньше сажали и т.д. и т.п., начали переходить на личности. И, в общем, вот такой он интернет. У нас в чатах такого нет, поэтому добавляйтесь, фриков мы обезьянок не держим. А по поводу, ну вот такие люди сразу вылетают. По поводу железок, если есть конкретные предложения, пожелания, напишите, обсудим. Вот.
У кого-то, да, нормально работает, у кого-то так. Да, лучше перезагрузить стрим, будет все окей. Это из-за моей загрузки долгой. Я сейчас его еще чуть-чуть подхимичу. И в целом, я, короче, сегодня удивился, потому что, опять же, это серовозы меня замучили проверить китайскую версию с глобалкой по скорости, а потом серовозы же сами, хотя они знают, что глобалка сейчас будет стоить у OnePlus 13 столько же, за сколько они продают китайскую версию, пытаются как-то народ убедить в том, что китайская лучше за те же деньги, только без аргументов, а просто потому, что я плохой человек, по их мнению. То есть, как бы логика в чем? Есть железка, а у китайца другая агрегация частот, нет eSIM. Потом другой народ, я в форумах видел, они уже eSIM физически видят в китайце. То есть eSIM это модуль, и ты при прошивке не получаешь этот модуль в телефоне. В 12 точно его не появлялось. Может, если в 13 появилось, напишите. Я купил Xiaomi Pad 7. Было большое мучение, чтобы его мне послали, но его в итоге послали. Скоро будет обзор. Почему за 27, Сергей? За 20, за 29, за 27 его продавали. Телега скидок, видите по ссылке в описании. Там он должен быть сейчас 27 600, а в понедельник я надеюсь, что он станет еще дешевле. Я сейчас курс посмотрю. Мне интересно, еще тему сейчас прочитал. Забавную. В комментариях народ писал: вот, Али, какого лешего у них курс доллара к рублю, а не доллара к юаню. Вот Китай уже давно продает все за юани. Откуда у них эта информация? Вообще кто-нибудь в бизнесе работает или только я? Или как бы там 3 землекопа у меня знакомых? Откуда у вас эта информация? Хватит смотреть телевизор. Хватит. Идите в бизнес. Вы поймете, что не все так волшебно, как вам кажется. Это так же, как писали... Я, кстати, посмотрел, у меня 78 тысяч. Зачем я вот Huawei делаю обзоры? Чтобы вы понимали, на стримах либо можете отключать мой звук, потому что я обычно нерадостные вещи рассказываю. И если вам нужно что-то такое прям позитивное, это не сюда. У меня вот реальное, к сожалению. Мое реальное, оно вот такое. Так вот, прикольно рассказали про то, что Huawei, в комментариях к Huawei 78 тысяч просмотров набрал, Huawei Puro 70. За что я его покупал? Вот за тем, чтобы он мне монетизацию потом привел. И народ писал: вот Huawei молодцы. У нас 95% было вышек от них. Так в этом-то и прикол было. В 22 году у меня был друг, управляющий по продаже вот этого вот всего сетевого оборудования. Вот друг безработный с 22 года. Потому что Huawei сказала, что они как-то по-другому будут продавать. Если кто-то в курсе, как они по-другому продают, а не через моих знакомых. Еще раз, я на Тьюбе появился не потому, что мне нравится Тьюб, а не потому, что мне нечего в жизни делать было. Так вот эти все люди непонятно откуда вообще такое ощущение, что люди в голову едят. Компилируют информацию и вываливают ее просто кусками какими-то разорванными, вместо того, чтобы циферка, факт, циферка. Все. Все, что касается железок. Вот то же самое по поводу этого дела. Все там пишут: лимит кошлак. Долетели в отпуск до Азии, я купил его за 33 штуки, 12 512, лимитка. Ну и чем он плох? Чем он плох? Если вы летите в отпуск, как я говорил по поводу айфонов, вы летите куда-то в отпуск, возвращаетесь с отпуска, возвращаете такс-фри, поиграли с ним, не понравился, продали еще дороже в России, если вы из России. Не забываем прожать лайк. Телевизор — это скрепка. Я купил, приставку, но у меня количество смартфонов сейчас штук 16 уже опять. Вот. Когда я с ними разгребусь, тогда будут приставки. Чтобы меня еще чуваки с приставками этими трехэтажным матом посылали. Да? 55 секунд разверну чуть-чуть. Смотрите, уже норма опять студию сделали. Вот комп у меня начал глючить, а вместо того, чтобы его сносить, видите, начал ноутбук. Чернов, шутить не твое. А что за Чернов? Что за 35? Колонии торгуют через биржу и валюту метрополии. Нет, так я это не рассказал. Короче, китайский юань отрицательно упал относительно рубля очень сильно за этот год, так же, как и доллар отрицательно упал. Очень сильно.
То есть примерно так же. И удивляться, даже если бы нам продавали все за юани, ту же технику, они бы продавали с той же разницей, что и пара рубль-доллар или рубль-юань. Какая разница? Вы за юани покупаете же через перекупов кто-нибудь? Я вот покупал Ctrl-C, Ctrl-V. Какая разница? Чернов в бане уже. Я не успел. Ну ладно. Поднабрали китайских паласов, да, очумели сколько. Даже если не 75 кусков он будет, я же говорю, ну вот 80. Когда у тебя 80 и 70 глобалка и китаец, серьезно? Ты типа, блин, у тебя из 70-ника нет десятки дополнительно, да, 70 и 100 серьезная разница. А когда 70, даже 80, без бонусов, ну вот у тебя 70 плюс там доставка по-любому, и глобальная версия за 80. Это не такая разница, как, допустим, 80 и 120 у самсунгов там может быть, серовозы и эти. Вы так говорили, что у вас телефоны падали. Да все падало. Разбивался у меня только Samsung и Asus ROG Phone. Это было 2,5 года назад, у меня в обзоре даже он был покоцанный. Это тот самый? Нет, это не тот самый, это вот. Чек могу показать. Еще раз, у меня доставка всего вот здесь 24 часа. Просто что-то мне охота покупать быстро, что-то нет. Вот это мне захотелось, потому что они уже кончились почти. Ну и плюс дешево. Как телефон себя показывает? Да никак, мы его толком еще не тестировали. 780 люксов, запоминаем, если что. Но прикол в том, что здесь нет eSIM. В Poco X7 есть eSIM. Вообще какой-то сюр. Мне кажется, а вообще бывает такое, что лимитки рассылают? По-моему, лимитки вообще никому не рассылают никогда. Может, только каким-нибудь миллионам каналам, которые шорты делают. Да, так что, короче, ликбез. Huawei. Топовые аксессуары. Не знаю, продают они модемы и вышки или нет еще. Как я, через моих знакомых они их перестали продавать. Может, есть какой-то суперсекретный путь, но сообщите мне, если что. Агрегация частот де-факто лучше в глобалках. Поэтому и говорят, знаете, вы часто заходите, такие Infinix и всякие Tecno лучше ловят. Глобальные. Потому что они глобальные. Кого? Меня утопить? Зачем тебе, Алексей, меня топить? Можно просто не приходить на мой стрим. Да, не забываем прожать лайк. Всех пришло очень много. 11 часов вечера, но несмотря ни на что, мы вместе. Скажите честно, кто пришел на лимитку смотреть? Плюсик поставьте, кто на лимитку пришел посмотреть. А 2 плюсика те, кто просто пришли, потому что тусовка классная. Тимофей, я не за то, чтобы фронталку посерединке. Вот у меня сегодня 10 Pro, у которого человек покупал уже OnePlus 13 продан глобалку. И да, там так классно вот эта фронталка в углу. Алексей, вы можете и все остальные, кто один плюсик ставить, дождаться, я завтра шортс выпущу и обзор. И там посмотрите на лимитку. Спасибо. Тарас. Андрюха, Жужу. До сих пор не пришел второй хайпер. Да, какой-то бред. Это какой-то бред. Я с вами абсолютно солидарен. Я вообще не понимаю вот это вот распространение ПО у них. И не принимаю его. И не хочу принимать. Да, и, ну 1080p 60 FPS они могут докинуть. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы ролик мой смотрели, а сегодня Poco X7 сделал обзор. Shipsman, пожалуйста. Рад, что вам зашло. Samsung норм за свои деньги. Но не на старте продаж. Вот, допустим, 14T. Давайте вот так. 14T. Он уже на второй хайпере. На втором хайпере. А вот, да, Poco X6 Pro. Я так и не понял, как у народа подгорело, чему ему не нравится Poco X6 Pro. Я сравнил с Poco X7. Народ покупал Poco X6 Pro по 21 штуки. Сейчас будет распродажа, опять будет X6 Pro. Стоить как X7. Барабанная дробь. Ну да, аксессуары я тестировал. А что там тестировать?
Аккумулятор. Данил, спасибо. Вы тоже. Лень палец вверх поставить. Лень. Друзья, палец вверх. Канал маленький, бодрый. Все благодаря вам. В 2:30 ночи вместо того, чтобы делать подсъем. Какой 2:30? Почти 3. Вот, я луплю для вас стрим, для того, чтобы вы потом пришли и сказали, у них как любят говорить, сейчас сформулирую, непонятные тесты с непонятными условиями. Кто их из садика выпустил в интернет? Я вообще чумею с этих людей. А им нравится вот это вот все, знаете, когда там 15 человек, студия, что-то делают непонятно, а потом у них такой ролик такой, вау, все очень круто, беги покупай. Чуваки, ну, конечно, да, неприятно, когда ты приходишь на стрим и что-то лажает. Или когда тебе кружочки делают, что что-то, то, что ты купил и планировал продавать, лажает. Ну, вот такая жизнь, соляви. Радуйтесь, что нас немного. Было бы много, вам бы было тяжелее продавать. На Poco Pad прилетел Hyper 2. Ну, я говорю, мне пока не прилетел на много чего не прилетело. Смотрите, чехольчик на 13R. Его тоже обзор одним кадром надо сделать завтра. Сергей, вопрос оптимизации. На данный момент Elite какой-то блабутень делает. Вот, с видео по мне. Сегодня я делал обзор одним кадром на OnePlus 13, и я не сильно радуюсь ему. 250 человек в онлайне. Давайте еще 100 лайков прожмем, чтобы было аккурат. Сколько онлайн, столько лайков. Так честно. Вы же пришли, я вам устроил этот банкет. И самое интересное, даже если гипотетически представить, что это стрим для продажи, нигде не продают его. Его, по-моему, нигде нету в России. Кто-нибудь видел в России или в Европе? В Европе, по-моему, тоже нету Поко. В Азии я вот здесь купил, я очень удивился, что он есть. Ну и лимитка абсолютный бред покупать, потому что тебе надо сразу еще... Хорошо, у меня зарядник есть. Кабель есть, а, собственно, блока нету. Сейчас покажу вам кабель. То есть у меня есть 120-ваттная зарядка. Кстати, он не такой длинный. Довольно скромный кабелек с USB-A на Type-C. Вот с такой вот штукой. Marvel. Все, бежим, покупаем. И все. Я скажу, что он очень похож в каком-то смысле на Red Magic такой. Я такой, окей. Но мне не кажется, что он туда доедет. Их раскупят быстрее. Артем, да нет, все норм. Я обычно в 6 ложусь. Мне еще подсъемы делать. Завтра будет на него обзор. Что там делать-то? X7 жив. Жив. Надеюсь, да. Вот он. На хайпере. Ну вот, повезло тоже. Повезло. Poco M7 и F7 понять не имею. Я не их представитель. У них вообще довольно... О! А почему так получилось? У нас стоит Wild Boost. Я не понимаю почему, но он как-то мало выбил. Ладно. Попытка номер 2. Ну, в России, по-моему, X7 и X7 Pro с зарядником. Илья Килька, привет, спасибо. Только сегодня в чате читал, что все очень недовольны моими советами и просто не могут высказаться. Потому что если приходишь высказаться в Telegram, то сразу тебя банят. Ну, там такие люди, у которых за аватарки я бы... Ну, не я бы, а за аватарки их можно сажать, но они об этом не знают. У меня очень часто, да, люди улетают в бан в телегах, потому что у них аватарки с чем-то запрещенным. То есть они просто не в курсе, может быть, что в разных странах разные штуки запрещены и нужно законодательство исполнять. Сейчас не середина 20 века и не Германия. А перемотайте, сколько он съел за прогон, я не заметил. Там же было. Не забываем прожать лайк. Людей 277 в онлайне.
Понятно, Плеонис, Никс. Ну вот я говорю, и также в Таиланде. Я не люблю по поводу оболочек рассуждать. Есть А-бренды, у них свои плюсы в оболочках. Даже у Sony есть какие-то плюсы. Какие-то. У Samsung, хотя она перегружена всякой лабутенью левой. Даже у Huawei без андроидов, там на старом андроиде еще с чем-то. Но самые, да, наверное, обрезанные это Huawei и Honor. Вообще ничего там не поделать. Жужу, да, без головы вообще бесперспективняк. За 30 тысяч с камерой бесперспективняк. Samsung тормознутый А55. Шипс Диман, да. Диванные бойцы. Вот все, кто в жизни никогда портянки не надевал. Двубортную шинель не носил. Короче, да, это люди, которые... Как работы были всегда разные. Это когда-то там, не знаю, только пахать работа. Сейчас уже работ много разных. Профдеформации много у кого. Джей, ну ты не можешь какой-то другой виджет? Я в ПО, я даже не делаю обзора на ПО, если ты не обращаешь внимания. Да, это версия лимитка. Ну да, продается, я уж купил. Двубортная Жужу, ты ее не видел. Ты двубортную серую шинель не видел, не зеленую. Не-не-не. Они последние были в 2005, по-моему, году. 2006 год, последний год, когда их использовали, потом их сняли. X7 Pro или F6? Там вот верхняя строчка, видите, донат сюда. Вопросы, что лучше, только через него. Вот и все. Не люблю эти вопросы. Будут топы на канале в конце января, в конце февраля, много. Да, люди не хотят ставить лайки. Я лимитку купил, вы на нее смотрите, она такая же, и вы думаете про себя, а зачем она тогда нужна. Притом, как бы самый облом, вот этот вот супер корпус-то супер, а не супер то, что он не металлический. То есть не металлическая рамка, и это такая специфическая штука. Набейте еще 7, будет хотя бы 2 сотни. В онлайне 287 человек. Колоскобрат, а как, если мы сейчас тестируем, я тебе что-то посоветую? Да, мы, Александр, это уже обсуждали по поводу свечащегося задника. Ее нету в Phone Game, ты не тупой. Нету ссылки на... Я не знаю, где его купить. Phone Game, ты смешной. Руслан, ты тоже лучший, спасибо, что зашел. Черная не двубортная в 2014 была. Нет, это не то. Серая, это как во Вторую мировую носили. Двубортная шинель, она весила там 10 килограммов. Ты такой, в ней бегать было жесть. 202. Ей! Тони Старк, ты можешь ее и так заказать своим. Бесперспективняк. Еще раз, ну, дело даже не в том, что я не... Скажу вам проще, если вы даже накинете 200 баксов, я не пошевелюсь. Ну, как бы, потому что овчинка выделки не стоит, и заниматься перекупством будет плохо. Я найду, где заниматься перекупством, это будут не мобильники, 99%. Пока все хорошо. Вон там, когда хейтили мои тесты 13 и 13 китайской, вообще писали, да он вообще людей продает, кого вы слушаете. Чего? У тебя тест на смартфоны 2. Аргумент, чувак плохо катается на байке, и он занимается плохими... Когда? Вот интересно, когда бы я занимался плохими делами, если я 24/7, 7 лет на ютьюбе? Такие обезьянки просто, такие у-ха-ха-ха. А народ их приучает и приручает. То есть есть каналы, да, на которых можно прийти, и если ты прям совсем бибизян, тебе будут там рады. Паттайя, привет. Эллипс, привет. Саня, привет. Как тебе аппарат в плане оформления?
Вот он мне менее пафосный, чем вот это вот дело с Бамблби. Где мой любимый Бамблби с сусальным золотом? Вот что менее броское? Вот для меня вот это менее броское, потому что оно просто красное. Я вот эти вот золотые штуки, на мне золота нет там, ничего вообще. Но это кончилось в 90-х годах. В 90-х, конец 80-х, 90-х. Или вот Азия. Ты заезжаешь в какую-нибудь глубинку, у них там, не знаю, полжизни это вот в этой цепочке. Они ее улучшают, докидывают, потом где-то пьянствуют, теряют ее и все. И вот так по новой. То есть, ну, это здесь статус, потому что отопления нет, электричества у половины народа нету. Ну, так же, в принципе, как в половине России, там, туалеты прямого падения. Вот так же и в других странах, что, или сколько там, 46%, ну, много. Во всех странах в сельской местности плюс-минус одинаково. И вот эта вот штука с золотой темой, оно, ну, не в тему вообще. Золото всегда в почете, даже в оформлении. Но я говорю, я этого не понимаю. Хорошо, поставьте плюсик, кому не лень, давайте коллективный разум. Плюсик, кому нравится золотая оборка в модуле камеры, а минусик кому нет, а два плюсика кому нет. Вот смотрите, вот здесь 14T, OnePlus 13, то есть это все дорогие смартфоны. Нет этих оборок. Oppo Find X8 Pro нету. Даже Ultra, Z70 Ultra нету. Даже OnePlus 13R нету. И вообще вот какие смартфоны дороже $500 не возьму, нету золота. Вот только в какой-то штуке по 200 баксов у меня золотой смартфон. Это в чем прикол? В чем прикол? Народу все-таки золото нравится, видите? Владиславу, Капысову, Телекабат, Фазе, Самвану. Хорошо, чтобы вы понимали, окей, ассоциативные ряды. Это также, когда вы видите у кого-то Дольче Габбана, не знаю, там, хотя это уже не камильфо, ну что еще есть? Не знаю, часы Бригет. Оно имеет какие-то качества, вот эти вещи дорогие. Не знаю, Омега или Ролекса. Оно имеет какие-то качества. Вот качество флагманских смартфонов, вот если смотреть их внешний вид, они не похожи на этот Poco. То есть, когда ты достаешь Poco, это видно, что он 200 баксов, а не 2000, не 1000. Если вот, да, дорого-богато. Ассоциативные ряды. И может быть... Ну, видите, да, наверное, многим нравится золотая оборка. Да, нет зубов золотых в 40 лет, все, жизнь не удалась. Кстати, да, Шипсдиман, я об этом не подумал. Скажи, есть разница в автономности X7 Pro и 14T? Фермер, посмотри обзоры. Я заранее у Сани. SDF, я не знаю, что насчет заранее, но окей. Вчера умер X3 NFC. Все бывает. Завтра распродажа должна быть хорошая. Вот. Я же сказал, что внутренняя память норм. Еще раз, Шинра, если вам надо найти повод купить какую-то железку, не приходите ко мне на канал. Я больше всего люблю комментарии: смотрю тебя год, ненавижу тебя, ничего нового не купил. Потому что на пальцах я могу вам объяснить, что если вы можете без чего-то прожить, ну вот как я байк не купил там суперский, и я наоборот сейчас рад. Так вот, если вы собираетесь купить какую-то вещь и рассуждаете, нужна она вам или нет, и после какой-то информации вы приходите к выводу, что она не нужна, это хорошо. Что не потрачено, то сэкономлено. Что сэкономлено, то заработано. Я не добавляю аргументов для того, чтобы купить. Медленный Type-C для меня критичен. UFS 2.2 с 600 тысяч баллов в Antutu, серьезно? Когда у тебя виснуть система начнет? Через года два, полтора. А учитывая, как они быстро убили Poco F3, который у меня все еще вот тут вот в использовании, с его баллами в Antutu, а он какого-то лешего тормозной.
Ну вот какого лешего? Poco F3 тормозной. А он тормозной у меня. F3. Always On, конечно же, обрезан. Это же всего-то смарт за 300 баксов. Лимитка, не лимитка. Xiaomi же надо, чтобы вы покупали что-то дороже. Хотя у 14T, подожди. Они же, по-моему, тоже не делали его супер волшебным. У меня нет идеи вам представить железку в лучшем виде. Я поэтому говорю, смотрите все обзоры. Хотите для общего, не знаю, для общего знания смотреть меня, я вам буду благодарен очень сильно. Но да, позитива у меня будет мало. Нет, здесь есть Always On полный у 14T. Смотрю тебя полгода и ненавижу, потому как уже второй телефон меняю. Денис, ну это у всех свои выводы. А что тебя, какие смарты не устраивали? Чего замедлили шум? Меня замедлили? Купил ноут больше 100 тысяч рублей за год, открыл 7 раз. Да, вы постоянно сидите в мобиле. Ну окей, если вы часто дома или работаете дома, то вы сидите часто в планшете. 13 мини топчик был. У меня сын ходил. Да, продает Валентин. Я говорю, он мне вышел в 33 тысячи рублей. Но у меня там был купон, собственно, Лазада, это то же самое, что Али. То есть я покупаю здесь и на Али, и на Лазаде. Вот. С Realme вообще сравнивать ничего не хочу. Они специально пихают туда мертворожденные процессоры, чтобы вы хотели разбить телефон через год и потом с счастливым лицом, убеждая всех с пеной у рта, что у вас лучшее программное обеспечение, так как смарт у вас люто тормозит, покупали новый. Покупая через телевик, смотрите красивые девушки через телевик, такие, о, в обзоре, я точно буду такие же портреты делать. И все, идете покупайте. В чем еще логика покупать Realme, я не вижу. QWERTY, он тормозит. Возьми Poco M6 Pro и его. F3 должен просто вообще летать в ПО. Он тормозит во всем. Вот просто тормознутый. Да, обновы я все ставлю. Может, если не ставил бы, ничего бы не тормозило. Да, CDF. Я уже сказал раз 10. Так а где мне еще? Не, можно и в РФ купить. Я просто не нашел, если честно. Мне предлагали перекупы и в РФ. Ну там конский ценник какой-то. Я говорю, он 33 тысячи рублей стоит. Вот. Единственное, без блока зарядки они идут. А, так я не дорассказал. Так вот, Лазада это то же самое, что Алиэкспресс. Один владелец. Ну, то есть Алиэкспресс владеет Лазадой. И у Лазады есть свои купоны. Я не знаю почему, но они сейчас разгонять стали Поко. Я такую рекламу смотрю. Какую-то там. Ну, он пролистывает то, что рекомендует. И такой, Поко красненький. Я так хлопаю, не шутя. Там 11500 в батах, штуку промик. Еще что-то, еще что-то. Ну, короче, 33 800 вот так. Не 33 чистыми. На F3 охлаждение отлетело, термопаста высохла. Я его не так использую, я в него вообще не играл, он у меня для программок. Да, на хайпере вообще люто стал тормозить. Химосмо. Я думаю, что вам просто стоит посмотреть мой обзор на YouTube-канале Польза.нет и мои прожарки, и все. И вы узнаете мое мнение по поводу CMF. Мне он нравится. Да, как еще заставить смартфоны покупать новые, если не убивать их обновами? Да ни в чем, Джордж. Нужно просто реально понимать, что через года два ты будешь что-то там продавать. Так, у меня донат от Максима. 12 минут назад, спасибо. Первый донат сегодня, думаю, последний. Добрый вечер, хочу телефон купить ближе к марту, 1000 за 25. Ну вот, X7 Pro. Может быть, в марте, если курс не будет меняться, то они будут их продавать по 25-27. Майсингер, вам никто никогда не скажет, чем он занимается.
Налоги плачу много, очень. Вот, наверное, все, что тебя должно трогать. Так-то. На пенсии занимаюсь ютубом. Артем, у меня нет IQ на много лет. Люди пользуются. Я не знаю насчет BBK. У меня нету BBK долго. Я знаю, что Huawei тормозит, когда долго его юзаешь. То есть там больше 3-4 лет. Хотя некоторые по 6 ходят. Данил, это ваше оценочное суждение. Относительно чего HyperOS тормознутая? А что мне за любимчики? Нет, вы понимаете, просто это мир меняющийся, говорю. Вот даже если вспоминать Infinix Tecno, были топом, когда они стоили $100-120 на Алихе. Потом они пришли в Global, очумели, и вот они везде с этой рекламой, за что им спасибо. Только они у меня ее и покупают. Вот, потому что только у них нет условий никаких. Ну, уже перестали. Так, 1 300 000 также. Все еще буст. Ну, кстати, вот 7% и до этого было, 800 люксов. Прохладненький, все хорошо. И третий заход. Realme, которые начали блочить Oppo, Realme и OnePlus, китайские версии, тоже пришли. Их убедили в том, что они смогут продавать. И все. Да я не знаю, из чего она. По ощущениям пластик. Вы понимаете, как бы, а как это проверишь? Только если ну или металл. Не знаю, вряд ли металл. Здесь глянцевая какая-то штука. Топ-видео. Не советую брать БУ, вы не знаете, что с ним было. Потом очумеете менять сначала контроллер питания, потом блок питания, потом аккумуляторы. Может, он будет утопленник. И говорю, это все так опасно. Я вот сейчас к перекупу ходил вчера и спросил про 3 телефона. Все 3 выглядят идеально. Он мне говорит, эти 3 я тебе не продам, потому что у этого экран мененный, этот тормозит, а этот через день будет перезагружаться. Вот и все. Макс, ну, тогда весь капиталистический мир надо на кол сажать. Джордж, вот с каким телефоном я вас завтра сравню, вы увидите. Какая именно камера у меня плохо сфокусировалась. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто зашел. Общаемся. Ничего себе. Нас 354 человека. Друзья, утрудите себя, пожалуйста. Поставьте лайк. Те, кто дошел. Мне будет безумно приятно. И спасибо вам за интерес к данной железке и данному каналу, который купил железку, которую вы вряд ли купите. Ну, абсолютно. Что за производительный режим? Обычный производительный режим в покафонах. Пожалуйста, Александр, вам спасибо, что дошли. У одного китайского блогера видел обзор на Redmi Note 14 Pro Plus. Но он в пути, 14 числа вроде должен прийти. Что, Станислав? Ничего про T-Max не куплю. Там разводняк какой-то был. Ударь по нему, если разобьется. Да, обязательно. Наверное, нет, наверное. Я покупаю обычно, видишь, еще раньше, наверное. А то, что при старте продаж, часто. Но опять же, я настолько часто иногда делаю, что никаких подарков пока нет. Камеры не изменили. Там или-или, донат сюда. Видите, первая строчка. Я не отвечаю на или-или.
без доната. И правильно делаю. Вопросов этих становится все меньше. Владимир, вообще неразумно. А смысл переходить с Realme GT6 на OnePlus 13R? У тебя свежий смартфон, ему год. Куда? Куда ты собрался? Зачем? Ради чего? А что такое, Сергей, брендовые шмотки? Я покупаю Зару. Могу Супердрай какой-нибудь купить. Ну и все. 99% моих шмоток это Зара. У Зары нет ни лейблов, ничего. Ощущение, что ты просто на рынке закупился и все. Пиксели, прошки нормальные, если в игры... А, ну и Уникло. Окей. Но Уникло меньше нравится. По качеству хуже. Хотя дешевле. Тестером, если сопротивление показывает, значит металл. У меня нет тестера. Да можно и поцарапать в конце концов. Металл может... Тестер может не показать, слышишь? Может не показать. Смотря какой металл. И сколько его там. Что не слышно про F7? F7. Все, что я слышал, как от вас. Зачем? Зара живучая. Ты рубашку можешь ее 30 раз стирать. Уникло нет. Уникло 15 и все, ее можно выбрасывать. Хотя она на 50% дешевле. Алексей Макеев, по поводу Vivo, почему их не несут? Потому что их нет. Vivo покупают только вот эти вот «я самый умный». Не так много людей покупают китайские смарты. Просто мы коллективно сидим такие в интернете. Нам кажется, что нас много. За счет чего вам кажется много? За счет того, что миллионные каналы покупают просмотры. Ну, как бы сотнями тысяч. И ты такой смотришь, такой: о, этот смарт там китайский, Vivo тот же, кому-то нужно. А по факту они докупили... Там у них утрированно 70-80 тысяч просмотров, они докупают 400 тысяч, чтобы интеграции, в которые у них вставлена, у них там ЦПА, там они получают 2 миллиона, только если там наберется 500 тысяч просмотров. И ты смотришь эти ролики и думаешь, смарт-то популярный, а по факту он вообще никак не популярный. Поэтому на больших блогеров или на блогеров, которые выпускают раз в неделю, приходят его посмотреть. Вот. А если рулупят, как я, допустим, каждый день, вот там и видно, насколько интересен один или другой смартфон. Очень хорошо видно. Так в этом и смысл одежды. Поносил сейчас, купил, поносил, выкинул, потом дешево, но это плохо. Ничего не понял. Одежда должна быть функционально удобна. Давайте еще одежду обсуждать. Я вообще не заморачиваюсь никогда. 20 лет в зеленке ходил, сейчас просто захожу в магазин, покупаю, ухожу. Раз в полгода, когда все умерло. Ну или если лечу куда-нибудь, окей, там в Токио какой-нибудь там. Хотя там то же самое. Глобализация, везде все одно и то же. У Самсунгов смысл серии FE в том, что это и есть Fan Edition. То есть если вы фанат, вы интересуетесь. Во всех остальных случаях вам все равно. Макс, вы кайфуете от iQOO 12, потому что у вас до этого не было хорошего смартфона, либо его вкусно купили, они разгревали всех. Видите, iQOO 12, чтобы потом с ноги войти на российский рынок с iQOO 13 за 90 штук. Или сколько там, 100 штук. Ну какой-то бред просто. Они такие, блогеров собрали, те такие, мы тебя за 100 продадим, и все. Я уверен, что сколько-то допродали. 14Т нормально держит заряд, вид. А обзор посмотреть? У меня есть он на канале. И еще прожарки. И еще стримы. Еще комментарии к ним. Или ты просто не хочешь смотреть мои обзоры? Чтобы тебе пересказали все. Как чат GPT. GPT, кстати, очень много врет по поводу техники. Прям безумное количество лжи. Артем, не знаю, когда, скоро нет. Будет обзор на Realme 14 Pro Plus, я думаю, числа 16, числа 15, 14 буду его жарить.
Артем, спойлери, точнее, не спамь. Не забываем прожать лайк, кому не жалко. Да, Андрей, задушили 14 Pro. Вот так. Но Айку, да, пока еще не блочили. Пока. Но опять же, Айку ушло с Вива, BBK, когда распался. Вива пока не блочили, и Айку тоже. Кларк, ну 85 за Айку 13 это тоже бред. Просто бред. Лайк нажал, огромное спасибо. Давайте еще 17 лайков добьем. В онлайне 364. Будет 300 лайков. Будем считать, что Тони Старк крут со своей идеей. К своему удивлению, пользуюсь постоянно ИЕ от Samsung. Ну вот, Шипс Диман, значит в кайф. Вообще нужно делать все, что в кайф. Мне кажется, что в Израиле есть 2 телефона Vivo. У моей жены и у Хрума, который продать его не смог. Да, Алекс, скорее всего. Я говорю, это, ну как бы, серовозы вы всегда делите на 10. То есть вы смотрите канал, и он такой, вот в магазине в этом есть этот супер секретный смартфон. Или вот предоставили вот эти. Да, это реклама, двигатель торговли, но вы понимаете по поводу, в первую очередь, хайпа. Что мне дает Поко? Просмотры, монетизацию подписчиков в телеге. То есть я честно говорю, то есть каждый имеет какой-то профит. Почему в некоторые каналы, которые очень хорошо пиарят серовозов, забивают болты на эти редмики и на эти Поко? Потому что им бабок с этого нет, а на просмотры им плевать, они все равно их закупают. Вот и все. Почему я сейчас делаю стрим на Poco X7 Pro? Почему я выгружу обзор, скорее всего, завтра на Poco X7 Pro, сегодня на Poco X7? Потому что это популярная тема. Вот. И это даст тебе просмотры, и конверсию, и подписчиков, и все остальное. Почему крупникам это не интересно? Потому что, ну, как бы, им нужно что-то специальное обозревать, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Вот они отдают свое время там, где им выгодно. Вот. Мы, старая гвардия на YouTube, пока работаем просто. Вам интересно, мы рассказываем. Все. Ахалай, махалай, спасибо, что зашел. Лайки не забываем, да. Вам тоже отличного вечера, всем великолепного просто вечера. У меня прям суперский он, у меня уже 3:30. 3:30 на секундочку. Vivo X200 Ultra. Может быть, но это еще не скоро будет. Это будет еще не скоро, это еще не критично. Академик, да, но не потому что это выгодно. Ну, то есть на YouTube есть все. Ну, вот, опять же, у каждого а-ля уникальный контент, правильно? Вот я считаю, что этими стримами можно что угодно говорить, что я там в телегах чищу, еще что-то. Ну вот у меня стримы многочасовые. Просто бешеное количество за 7 лет было. И если ты будешь врать, то по-любому оно будет копиться. Да, есть вещи, которые неохота проговаривать. То есть есть вещи, о которых я вообще не хочу говорить. Я и не должен, потому что это техноканал. А по поводу всего остального смысл. Просто я говорю, по поводу анализа вот этого, если кто-то на кого-то именно лично, не по поводу железок, а лично льет грязью, то есть каждый раз в споре, когда уходит все дело на личности, в нормальном мире ты морду бьешь, а в сети это значит, что у человека нет аргументов по поводу железки или по поводу предмета спора. И он просто проиграл. И он переходит на личности. Поэтому помним, что железо показывает себя в тестах. Устраивает оно вас или нет, вы смотрите чертову тучу обзоров, спеки, исходники фото, как он ведет себя в играх. Есть время подождать, там ждете месяцок, чтобы смотреть у пользователей, какие претензии, проблемы и все остальное. И все. Андрей Смирнов, вот в таких вопросах, да, люди улетают в бан. Спасибо большое. О чем хочу, о том и говорю, мой же стрим. Нет. Я бежала за вами 3 дня для того, чтобы рассказать, что вы мне безразличны, неинтересно, о чем вы говорите. Умиляют меня такие люди.
Мы 3 раза гоняем в Antutu смартфон, можем это делать в молчании гробовом, могу отвечать на вопросы, на них же я отвечаю. Вот. Сергей Булья, спасибо. Да, Lenovo Y700 на новом проце у меня уже давно на руках, но до него я доберусь очень-очень не скоро. Потому что сначала я хочу прогнать все смарты, потом Mi Pad 7. Еще раз. Я не знаю, есть еще этот канал 100%, я не помню, как он называется. Вот у меня 100%, он есть в контактах. На наушники делает обзоры парень, молодец, все еще. Он мне сказал 5 лет назад, я конъюнктурщик. Да, у меня много всего, я купил много всего. Но я делаю на то, что сегодня будут смотреть, что сегодня актуально. Как бы это логично. И все. Google убили свой Pixel 4a. Я даже не знал, что Pixel 4a еще живой. Сейчас же Pixel 9 уже. Джонни Макарони. Очень все зависит от положения звезд. Все по-разному. Руслан, если ты предполагаешь, что в мире смартфонов из флагманов существуют только китайский IQ 13 и глобальный IQ 13, нам не о чем с тобой говорить. То есть твой аргумент, почему я хочу купить глобальный IQ 13, потому что есть китайский IQ 13, и он дешевле всего на 20 тысяч. А мне еще подарят наушники, которые мне не нужны, за 3000 рублей. Вот так и работает маркетинг, Руслан. Когда ты видишь только один смартфон. Шире. Рынок очень большой. За 85 кусков ты идешь и покупаешь S24 Ultra. И все. И тишина. И вот с косами стоят. Но, чтобы к этому прийти, ты должен пройти большой путь. IQ 13 за 85 это очень сильно. Очень. Надеюсь, ты сарказм понял. Если ты не понял, то хорошо. Владимир, спасибо. Можешь посоветовать Powerbank для IQ 12? Нет, обычный, с любой, по протоколу посмотри. У них не так их и много. Да, под Snap обычно, мне кажется, у меня повис третий прогон, нет? Как-то ему вообще плохо, декодирование веба. Артем, спасибо, что заходите. Я говорю, стрим идеальное место для того, чтобы делиться мнением. Вот прям великолепное. Не под 7 я купил, мне его послали. Но очень как-то долго мучили китайцы. Но не глобалку. Мегафиш, вот так вы меня смотрите, а на Моторолу есть обзоры. Просто на всякий шлак мотороловский, который закупают магазины, мне писали по рекламе Моторола. У них же были рекламные обзоры, их немерено было. Единственное, может, они были без маркировки, вам показалось, что люди просто очень заинтересовались шлаковой Моторолой и решили про них сделать обзоры. Никому не нужные. Я на какую-то делал недавно даже. Она не стоит своих денег. Моторола сейчас никакая не стоит своих денег. Слишком много в этом ценовом сегменте тех же, вот, не знаю, Poco, Redmi, Realme и всех остальных. И даже на CMF-фон, но даже вот такое, они прям, у них есть своя фишка. Какая фишка у Моторолы? То, что Lenovo. У планшетов, да, у ленововских есть будущее, и оно и останется, потому что они дешевые. Хотя мне кажется, что Motorola мегафиш понеслась. Еще один раз, и ты будешь в бане. Человек вообще не слушает. Бот. С чего в Realme кислород стоит? Артем, ты стебешься? Посмотрите, на третий прогон он выбил больше даже. Хотя съел также 7%. Магия электронов. Так, понеслась. Температура 35,5. Яркость без изменений. Не знаю, я, кстати, не гуглил, сколько поддержка. Сейчас посмотрим, 5 секунд. Постараюсь вам подсказать. Не забываем прожать лайк. Донаты не прошу.
Донат прилетел один за сегодня. Больше не будет. Но лайк от вас может быть. Я вам буду безумно благодарен. До 2026 года будет поддержка. А как так может быть? Неверно. Два-три года. Не написали точно. Вообще написано, что на Android 15 версии. Не понял. Да. То есть этот на 15. То есть тот был на 14. То есть Poco X7 был на 14, а этот на 15. Вот она и подстава. Вот она и подстава. Так, то, что нет eSIM, проверяю. Подтверждаю, eSIM нету. eSIM нету. Но зато можно, в отличие от всяких китайских OnePlus, вот такая же симка, можно выбирать только 4G, 3G или 2G. Мегафиш упорно не слышит мой ответ и просто хочет бан. Поддержка X7 Pro, 7 Pro будет дольше, ничего не понял. Кларк, да, и шлаковое ПО. Уже ахалай. «60 месяцев, 3 обнова, остальное поддержка». 5 лет, Аркадий? Ну хорошо. Скажи, надо было лучше презу смотреть. Не забываем прожать лайк. Мы какой-то, кстати, поставили рекорд для этого канала. 400 в онлайне ночью. И это точно не боты. Не забываем лайк. Огромное спасибо, что зашли. И Смарту дал отдохнуть. В принципе. Во что начнем? В Гену сразу. Я думаю. Есть информация, через какое время выйдет Poco X7 Pro в обычных магазинах. Так он уже есть на Алихе. Там доставка максимально быстрая, потому что у меня уже таможня. Я же 4 штуки их купил. И они прошли у меня уже, по-моему, таможни 5 секунд. Сейчас скажу. Очень быстро проходят. Прям метеора. А нет, вру. Да, потому что Poco X7 Pro было 400. Ну ладно, в пике. Ну это круто. Так. Мало того, что Poco X7 Pro, так еще и лимиточка. К сожалению, никаких триггеров в ней нет. Вот, но. Да, на то и Poco. Кларк, ну кто там Poco продает? Перестань. У Poco там 2 магазина, по-моему, или 3 алишных. Им абсолютно все равно на эти стримы. Если не Али, понятия не имею, если не Али. В Беларуси лучше, по-моему, съездить в Москву и купить. Или кого-то попросить из Москвы послать. Или быть в отпуске где-нибудь в Москве. Так. Или куда-то в отпуск полететь и там купить. Что мы выставляем? Графику. 60 FPS. Кстати, у нас же есть волшебный... Сейчас 5 секунд. Это же волшебный Xiaomi. Технически так-то. Правильно? Расширенные настройки. Так, в телефоне. Разрабы. Я люблю очень Poco за это дело. И вообще, в принципе, всех Xiaomi-тов, потому что ты можешь спокойно увидеть FPS. Частоту обновления ставим. И Bluetooth сейчас я вам покажу кодеки. Но не факт, что здесь есть. Потребление энергии ставим и все.
И у нас вся инфа. Так, от чего у нас не все, да? Ладно, не все выставил. 5 секунд. Как у кого день прошел? Старт. Нет, стоп. Стоп, старт. Ёшки. Здесь вот как-то он странно показывает у нас FPS. Точнее, не показывает, а должен. До этого он показывал. Сейчас только герца показывает. Отрубили они, что ли, эту тему? Фреймрейт монитор, ну ладно. Или может быть просто с этой... Сейчас посмотрим. Скорее всего с этой темой это не работает. Сейчас мы тему поменяем. Прикиньте, наверное, из-за темы она не работает. Я такой первый раз вижу. Потом надо не забыть на подсъеме сделать. Так, нет, это не тема. Получил статуэтку «Золотой глобус» за диван за мнение. Обои. Настройки. Не помню, где здесь тема. Ладно, в топку. В топку. У X7 Pro, да, рамки больше, чем у X6 Pro. 5 секунд. Если посмотреть, то вы, наверное, будете правы. Да. Да. А почему такая тема, кстати? Только что скипнул тема. В плане скипнул. Виджеты, настройки. Еще. Я вешу. Подожди, вот здесь же есть еще. Нет, галерея это не то. Короче, в настройках это. Обои. Чего обои? 4 часа утра. Персонализация. Тема. Загрузить. Sonic 3 вообще норм. Мне понравился мультик. Да все уже, спасибо, победил. Сейчас посмотрим, влияла ли тема на эту на тему с оценкой FPS.
мониторингом, или они просто отрубили его? Если отрубили, то печаль. Если не отрубили, то хорошо. Да, по сути, все. Не увидим мы ничего здесь путного. Почему такая тема? Ну ладно. Ладно. Будем надеяться, что просто будет видно. А что это такое? Что с гироскопом? Не такая большая. Что с ним? Что? Вот, все. Ожил. Я не знаю, что с ним. Ну, вы только что видели. Бык 6 Pro также обрубили. С 4-го раза 1 400 000 выбил. FPS смотреть не можем. Ну, хоть герцовку, ладно, видим. Гироскоп тоже виртуальный, может быть, да. Как и датчик приближения, да? Так, короче, 36%. Поиграем хотя бы 20 минуток. Или до сброса яркости. Да. Время пошло. 35%. Так, игровой режим. Wild Boost. Частота кадров. По-моему, выводить нельзя FPS. Ускорение. Ну и ладно, в топку. Все еще 35 минут, отлично. Процессор тоже виртуальный. Ник Либра, ты можешь отмотать. Ничего так. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришли. Лучше X6 Pro взять, да? Нет. Почему? Вот с этим я не согласен. Но это если говорить про экономию средств, то да. А во всех остальных случаях-то с чего? Багер, спасибо большое за информацию. -1 еще. У меня в 4 часа утра вообще с юмором все плохо. Да, кому не лень, ставьте дизы. Ну ладно, останется у нас еще PUBG New State, в котором есть FPS. О, телепорт. Некоторые только проснулись. Да вроде норм тач. Сейчас, кстати, там его вроде можно было бы еще где-то его надо настраивать. Не, здесь, по-моему, нигде его не настроишь. Ладно. Не-не-не, это не... Это герца. Что я сделал? Я не знаю, что там обещают. Сейчас мы тестируем его. Вы хотели на все готово, это приходите уже на обзор. Либо участвуйте в нашем банкете.
Так обнови, и не будет показывать. В этом-то и смысл. Напомните, датчик приближения проверим чуть позже. Разрушим счастье. Все, что человека интересует, сколько я заплатил. 33 тысячи рублей. Не дадер. У меня все штатно всегда. Я думал, что в Xiaomi мониторят FPS. Вот этот все счетчик, но, видите, отрубили. Кстати, знаете, о чем забыл? Тестировщик я. Мне никто не напомнил. Частоту обновления выставили. А, здесь разрешения нет изменений. Зашибись. Мы что-то так тестировали, когда разрешение на максимум не выставили. И, возможно, я буду его разыгрывать. Завтра с утра встану, если я встану, и решу. В обзоре скажу. Но он не жалуется, потому что он друг. А если бы это ты тестировал Poco X6 Pro, то у тебя были вполне возможно другие ощущения от него, поверь мне. Не забываем прожать лайк. Все, кто пришли. В магазине Паша на Лозаде, это Алишка та же самая. И на Алихе есть. У тебя там нет на Алихе? Я вообще только прошарил эту тему, я еще даже не помню где. А я, по-моему, нигде. Я вообще Poco X7 Pro хотел купить. Я зашел покупать Poco X7 Pro, смотрю, лимитка есть. Я купил ее и лимитку. Точнее, лимитку сначала. Потом попросил знакомую, чтобы она сделала аккаунт еще. И уже заказал обычный Poco X7. У меня вышел в 300 баксов. Я говорю, я очумел, потому что я новости прочитал, типа, ла-ла-ла. Кстати, что можно вдвоем проходить? Можно эти линейку проходить вдвоем? Вот, что оно 400 баксов, а он 300. На X6 Pro плохо работает датчик приближения, не обманывайте меня. Он у меня есть. Артем, я тебя забаню. Ты меня, по-моему, так задолбал уже с этим вопросом, вот прямым текстом. Человек просто приходит, очень много стримов, и спрашивает одно и то же всегда. Я тебе не буду вообще отвечать, Артем, я тебя забаню в следующий раз. Я-то помню, что ты у меня спрашиваешь каждый стрим. Я это помню. Так, а куда нам идти? Мне кажется, сюда. Есть ощущение, что я не могу проходить это в групповом режиме. Да мне кажется, что ты так думаешь просто. Совместное испытание. Да. Сергей, да. Чаще. Ну, видишь, какие-то особые моменты нет. В России намного дешевле техника. Джей, так ну нет, просто Артем меня троллит этим делом. Еще раз, Лозада это та же Али. Вот по-любому у Паши я могу найти магаз, который есть, просто ему не понравится ценник. Вот полюбас. Так сошлось, что у меня сейчас ценник низкий. На Али будут скидки с 18-го. Ой, какой с 18 завтрашнего дня? Что же вы меня... А на китайский Новый год нам ничего отправлять не будут, стандартно, как всегда. Так, стоп. А куда он бежит? Почему он бежит сюда?
Артем, хватит сарказма. Я просто помню, что ты каждый стрим это спрашиваешь. Каждый стрим ты спрашиваешь одно и то же. Я очень рад, что ты приходишь. Перестань спрашивать одно и то же. Пожалуйста. Здесь же 296 человек. Кто-то из них тоже не первый стрим приходит. Ты над ними тоже издеваешься. Сейчас нет, кстати, кондея. Сейчас звук этого. Лампы. А с чего он будет, физический датчик, плохо работать? Не забываем прожать лайк. Вот получено, потрачено. Вообще не греется ничуть. Да ничего. Вот главная фраза не для всех. Что-то как-то... Вот я не понимаю, что с ним. То ли это из-за вот этой штуки тач так плохо работает. Давайте я ее закрою. Да, скорее всего из-за нее был. Нет, тач не суперский. Спокойной ночи. Почему плюс 20? 17 у меня стоит кондей. Ух ты, ёшки. Давид, там много подвохов, на то он и китайский. Андрей, здорово. Да что ж такое? Я читаю комментарии, в итоге бегу не туда. Сори. Мне кажется, кто со мной играет, кстати? Это не Дмитрий. Или Дмитрий? Не Дмитрий. Паш, ты что за значки лупишь? Скоро Новый год. Но мы не знаем, когда. Зарубил его. Я все время не туда выпускаю. Нет, это какой-то глюк, слышите, у тача. Не может он так. Я же показываю в одну сторону, он бежит в другую. Либо это я торможу уже. Как вам iQOO Z9 Turbo Plus? Напоминаю, меня зовут Саня, YouTube канал Польза.нет. Вы можете посмотреть обзор на него. Так, вот это он очень интересно. Он игнорирует меня. 5 секунд. При том, что он был на зарядке. Кабель. 180. Где у меня два блоки питания для... Не долбанулись, что ли? 5 секунд. Когда много дел делаешь одновременно, они не всегда получаются хорошо. Так. Бэттери умерла.
5 секунд. Еще здесь есть, по-моему, батарейка. Было 2 батарейки, обе у Акума улетели. Не могу понять, куда пока. Сейчас проверю, если этот живой, то продолжим банкет. Я понял, почему она разрядилась. Потому что Акум не до конца была зарядка вставлена. Терпим. Все. Снова в сети. Саня был первым, так что когда захочет. Чего? Вот у нас подкаст сейчас. Чего? Спрашивайте. Я говорю, никто не хочет со мной говорить. Видишь, Паш? Никто. Выдвинешь шторку. Первая кнопка большая, настройка производительности. Ниже улучшенное сенсорное управление. Где улучшенное сенсорное управление? Я помню, что где-то было. While Boost. Настройки. Ускорение процессора. Основные. Добавить? Нет. Еще раз. Ну вот смотри, зашел. Я говорю, здесь что-то поменялось. Яркость фиксированная. Только не авто. Максималка. Может быть, да, может. Ну-ка. Может, в самом, ну вот видите, а может быть в Game Turbo. Сейчас пойду туда смотреть. Я вам говорю, что поменялось все в HyperOS 2. У людей есть на руках второй. Царапки будут всегда и у всего. Просто, допустим, я iPhone ношу без стекла. И ничего. Пролистай значки там, где Wi-Fi. Ну, яркость, комментарии, трансляция. Что? Комментарии. Куда тебе пролистать? Не беспокоить. Снимок экрана, запись, настройки. В настройки? Вот они, настройки. Можете на паузу поставить. Кнопка под ракетой. Не беспокоить. Ракета. Какая кнопка под ракетой? Вы стебетесь? В настройках производительности. Вот, улучшенное сенсорное управление. Все. Так надо было и сказать настройки производительности. Просто это было в другом месте, по-моему. Доброй ночи, лучший. Да не под ракетой, а над ракетой. Не поломал, просто поменял. Бесит это постоянные изменения какие-то. Минорные.
Нет, это такой же глюк продолжается, слышите? Не-не-не, не-не-не. Что за лабутень? Вот куда? Я его туда тяну, он идет, бежит в другое место. Это какая-то лабутень, слышите? Не должно быть так. Потом буду говорить, что у меня не туда пальцы были, и вообще вы не заметили в игре. Биг Мак, мне вообще не важно на этом канале, будут боты или нет. На него не будет никто тратиться. Даже если будут, ты не совсем понимаешь. Восстановить канал после нападения ботов очень просто. Вопрос просто в том, что не хочется ложить основу для этого, и все. Хэппи опять. Опять первая партия с браком, а вторая зато супер. А третья будет самая лучшая в мире, как раз выйдет уже X8. Ну что же вы... Скажем так, все прекрасно видно на стриме. Когда я нажимаю кнопки, когда не нажимаю, как он реагирует. Вот сейчас я... Что он, какого лешего он не среагировал на тач? Ну ладно, у каждого свое. Куман, вам будет, конечно, очень сложно вбить Vivo X200 Pro Mini в YouTube в строку поиска, но я уверен, что вы сможете, если вас реально интересует смартфон за $600. Но, скорее всего, вас он не интересует, потому что люди, которые хотят потратить $600, у них они есть, они сами посмотрят и стримы, и обзоры. Они будут спрашивать, а кто-нибудь что-нибудь помнит? Я тут собираюсь $600 потратить. Я вот решил вам довериться вашему краткому пересказу непонятно чего, непонятно от кого. Начал греться, ну чуть-чуть. Но пропуска кадров я не вижу, то есть таких подтормаживаний нет. Мне не нравится тач, не великолепен он. Но опять же, видно будет в Геншине. Ой, в этом, в PUBG New State лучше. Начал он плавать или нет. С напальчиком лучше пойдет. Да, еще лучше с этим, с геймпадом. Не-не. Вяленький. Вяленький. Но вообще играть комфортно. То есть у меня просто к нему требования как к флагману, а так для этого ценника очень круто. Мика, ну серьезно, это смартфон, он свежий, у него пока ничего с теплоотведением плохого не произошло. Чего с ним не так? Чисто такая часть ушла из подземелья, и что? Да, разница просто в оформлении. Так, налево. Опять. А что не так? Ну, потому что я вешу, типа. Ну, да.
Паша отвечает. Я вообще не понимаю, о чем мне говорят с Пахой. Это их, по-моему, эти... Как их называют? Магазины. Так же, как у нас в Шопе, этот... У всех свои сетки магазинов. Во, расколбас. Не-не-не, ну что это такое с тачем? Это тач, друзья. Это тач. Это прям 1,000,000% тач. Но пролистывание более-менее, кстати, ничего. Виртуальный тач. Камера опять отрубилась. Я не знаю, чего с ней. Не хочет камера работать. Так, сколько у нас уже автономности? 25 минут. Сейчас я посмотрю, где может быть. А, все, нашел. Нашел 2 еще аккумулятора. Может быть, они отработают. Не хочет у меня камера работать. Не хочет. О, работает. Я не продавец. Уже Паша объясняет, что он не продавец. Но это не квадрат QWERTY. Не-не-не. Все нормально. Кстати, не знаю, сколько там у него этого заряда. Я не пью кофе месяц. Месяц. Почти. 12 числа будет месяц. А подождите, сегодня 12 число, нет? Сегодня уже 13. Все, можно уже пить кофе. Кстати, ни разу не включал эти штуки. О! Какой-то залипалово. И смутное ощущение, что я раньше не побеждал их. Грех какой. А что за сарказм? Мне вот тяжело, допустим. О, даже я что-то как-то его слегка подпалил. И пол жизни даже без помощи. О. И вот этого типа. Суперспособность появилась? Нет. Просто мелочи, меньше радости в жизни появилось, и все. Нет градусов у него, все норм. Так, все, куда нам идти? Прямо.
Все равно не понял, куда бежать. Мысли простые, что это просто реклама и все, и как это будет дело отрабатывать, мы увидим сейчас. Так, подождите, а чего я мучаюсь-то? У нас 30 минут уже есть, нет? Еще минута. Я пил по 40, ну, 20 двойных в среднем шортсов. То есть 20 двойных эспрессо в день. Мне уже что-то как-то... Я подумал, что слишком много. Вот. Как минимум много. Добавлять тест работы еще чего-нибудь мне надо, Леонид? Чтобы у меня был обзор просто 5 часов с половиной. Вы давайте распределяйте. Вот я делаю какие-то вещи, другие блогеры не делают. Вот пусть они делают одно, я буду делать другое. И вот Google камеру. Еще и рассказывать, что нужно правильно подбирать... Не хочу вообще даже это обсуждать. Нет, у меня не было идеи этой. Не вижу никакого смысла в этом. Вообще ноль. Я и так слишком много тестов делаю. На 90% народу они не нужны. Нет, у меня нет обзора на Oppo Reno 13, потому что я его не продам, скорее всего. Ну и вообще у меня много смартфонов, которые я точно продам. Я с ними закончу обзоры, и тогда... Первые 4 дня было жесть без кофе. И даже неделя. Потом уже было норм. Да, потом тебе будут писать, что у тебя конфиги не те. И ты вообще какой-то шлак показываешь. В это дело лучше не входить вообще. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Так, мораль. 30 минут мы отыграли. Сколько было процентов? 40? 25 осталось. 40 было или нет? Сколько было процентов? 450 люксов. Все-таки он конкретно сбросил люксовку. Прям конкретно. Но это терпимо. Вот. Как говорится, что и требовалось доказать. 450 люксов. 35. Ну, то есть 22% в час в Геншине, норм. Так, теперь PUBG New State. В PUBG обычный, наверное, зайду. Я и так чай пью. Я не перехожу, я пью чай. Вот он. Зеленый. Ухмурчик там. Магазинные разборки. Так, подождите, 450 люксов. Вообще это плохо, 30 минут, и он уже сбросил до 4,5 люксов. Тач подглючивал. Короче, меня опять будут расчехвостивать. Мы еще потом его потестируем. X7 Pro. X7 Pro тач глючил. Зарядился он за 45 минут. Евгений глючил. Яркость 450 люксов. Вы ощущаете, вот вы сидите на стриме, никакого же негатива, правильно? Вот. И вроде я так это легко говорю, но когда будет обзор, люди будут сидеть и такие, вот, чего он гонит, что за акцент. Ну, технически, вот реально, вот давайте честно, ну, что за лажа? Вот, ну, с автономностью окей, но 450 люксов, ну, серьезно? Ну, вот. Ну, не хочу я это обсуждать, короче. Надо подождать чуть-чуть. Да, больше кофеина, но это чуть-чуть другая история. Я об этом не думаю. Так, он какой-то сброшенный, со сброшенной яркостью, надо ему дать отдохнуть чуть-чуть.
Притом, да, яркость на максималку вот она стоит. 430 люксов. Давайте ему дадим отдохнуть чуть-чуть. Пообщаемся пока. Пока все, кто зашел, кто забыл поставить лайк, поставят мне лайк, да? Нам, не мне. Это очень некорректно с моей стороны было говорить нам. Да, и пока мы датчик приближения унизим. Унизим, потому что по-другому это по-другому не назвать. Ваш W-Info или здесь? Ваш W-Info. 5 секунд. Может, не надо? Может, умолчим просто? Или я потом скажу, разве это важно? Он же красивый. Ну, может, до 500 добьем? Донатов не надо, лайк надо. Павел Ломоносов, последнее предупреждение, вы улетите в бан. Если вам не продать Oppo Reno, я вам сочувствую, я очумел его продавать, когда, по-моему, он еще не продан 12 Pro. Так, датчик приближения, барабанная дробь. И да. Ей! В каком-то положении отработал, в каком-то нет. То есть надо развернуть лицом вот так. Вот так он будет. Так нет. Так будет. То есть в каких-то положениях он будет отрабатывать, в каких-то виртуальный датчик не будет. Ну, кому-то в кайф, скажем так. Вот, все сработал. Простите, мне самому противно, какой аморальный тип сейчас. Так что в лимитке он тоже виртуальный. А я купил желтый X7 Pro. Его купил вообще за 30-ку, тоже 12512, по-моему. Может и нет. Короче, он придет через пару дней, мы его тоже пожарим. Леонид, простите, ну как бы... Как можно, Сан, сказать, насколько сильно проседает аккумулятор, когда смартфон только вышел? Как? Кто эти люди? Откуда вы? С какой вы вселенной? Как он в использовании будет в течение года, спросите еще? Или 5 лет? А хватит ли его на 10 лет? Или на 12? Батарея 6000 мАч. Литий-ион. Ждем. Так. Да, Саня не троллит, Саня тротлит. Паша, ты что, пришел смарты продавать? Ну, шаришь. Почему-то не могу в телеге. Почему я у себя не могу продать свои смарты? Ну ладно, у каждого свой талант. Я показал вам, что HW-Info показывает, скорее всего, из кремния углерода. Да, Шипс Диман. Вообще, вот ты прям знаешь все вопросы, которые мне зададут. А он или Realme 14 Pro Plus, который еще не вышел. А чем он лучше, чем Realme? А чем Realme лучше? А что мы будем изучать в 7 классе? А физика когда начнется, да? Виктор Петров, я еще раз повторяюсь, если вы собираетесь купить смартфон, не смотрите мои обзоры. Это не значит, что он плохой. Это просто значит, что если вот как бы тестировать, вот оно вот так. Оно бывает по-другому? Да. Да. У меня на X6 Pro такая же была лабутень. Ничего, народ покупал, и все было норм. Нет, это я с Пашей должен
Точнее, это я, Паша, должен деньги платить. Вообще, если вы не понимаете, если блогер приходит к другому блогеру на стрим, тот блогер, который на стриме, он должен платить тому блогеру, кто пришел. Вот. OnePlus в кармане реагирует на случайное трение. Это как он заблокированный у тебя будет реагировать? Он будет просто натираться или что ли? У тебя нет блокировки? Или ты имеешь в виду 13-й OnePlus, Вадим? Или какой? Или что? Боже мой. Какое случайно? У тебя там ткань в кармане носишь? А, интересно, я не знаю. А если карман дырявый, да? А если жарко? И дальше уже параллели там на теле мужчины, на теле женщины. Миллиард вариантов тестов. Это ты имеешь в виду, что через ткань он просто сенсор отрабатывает? Если ты его не разблочишь, то как? Но с другой стороны, можно, ну, там можно поизвращаться, если будет даже глюки. Мой донат дошел или нет? Сейчас я скажу. Див есть. Вау. 2 доната. Привет, у меня выбор между Vivo X200 Pro, OnePlus 13 китайским и iPhone 16. Для камер Vivo X200 Pro, для повседневного OnePlus 13. Но помним про агрегацию частот. То есть все это у тебя будет ловить хуже, если ты в большом городе, чем глобалка. Я не думаю, что для тебя это особо будет актуально, как правильно говорят. И я с этим согласен, кстати, что реальность такова, что почти все всегда на Wi-Fi, но вот так. Завис на 25. Паша, главное, чтобы выхлоп был какой-то хотя бы от стрима. Если кто-то купит у тебя смартфон, вы, чтобы понимали, если блогеру получается смартфон продать, это прям очень круто. Потому что это всегда, с точки зрения даже времени, головняк. Все, 800 люксов. Последний прогон в Genshin в New State. И все, потому что мне надо... Опа, заново. Мне надо все это дело подснимать потом. Еще допрогнать. Если стоит пробуждение по двойному касанию, то в кармане срабатывает. Хорошо. Павел сам так завис и подписался. Я не знаю, о чем вы, но я безумно рад, что вы все здесь собираетесь. Кто-то добавил лицо для разблокировки, а карманы просвечивают, да, а через ткань будет видеть лицо. Вариантов очень много. Да, Genshin New State, PUBG New State. А не, PUBG New State, все норм. Так Москва рядом. Какая в Беларуси может быть проблема? Или вообще у вас реально съездить в Москву было? И купить там что надо? Или потом там же нет границы вроде. Леонид, как? 2500 роликов. Наверное, уже 3, как я пришел к этому. Спасибо. Смотря что, на Vivo, говорю, самая жесть это какие-нибудь Vivo. Каждый раз, когда вы видите какой-нибудь там Infinix, даже вот я купил их 3 штуки. 30 тысяч рублей отдал, 32, по-моему. Вот, и мы сделали 3 нерекламных на Infinix, и они продались за 27. То есть я потерял 5 тысяч. А купил Vivo X200 Pro Mini и продал его на 23 тысячи дешевле. Купил Vivo X100S, и он у меня утонул. Купил Vivo Z60 Ultra, и он у меня утонул. Ну, соответственно, 0. Купил там, не знаю, Flip 5 и минус 30 тысяч рублей за замену экрана. По-разному все время. По поводу спишь. 1100 километров из Белоруссии.
Но иногда я продаю в плюс. Правда, очень редко. Но, допустим, лимитку, если я эту не буду разыгрывать, я ее продам 100% в плюс. Но, наверное, буду ее разыгрывать. Вот. Поставьте плюсики, если разыграть. Проверим количество детей на стриме. Ничего плохого в этом нет. Даже если кто-то в душе ребенок. У меня все, уже глаз болит. По-моему, 4 часа утра. А, уже 4:30. Все понятно. В 4:30 это ясно тогда все. Не знаю, по-разному. Иногда 3, иногда 5, иногда 10. До Беларуси 700 километров. 7 часов. Даже меньше, может быть. Ну, можно заказать в любой город на границе рядом, в какой-нибудь там, без разницы куда. И там забрать, доехать, нет? У меня есть монтажер Леонид. Короче, он не хочет находить вообще ничего. Подстава. Вадим, у меня тоже 4:30. Не забываем прожать лайк, может наберем 450 лайков, будет круто. Будет что-то нереальное. Короче, все хотят лимитку. Я не знаю, почему такая лабутень с поиском. Теперь понятно. Смотря за каким смартфоном. Почему, если там 3 смарта по 100, а у тебя там они 150? Не-не-не, идите спать всем, кому надо спать. Потому что завтра я один черт стрим оставлю. Я его чуть-чуть обрежу, единственное. Алексей, будет промо-акция на К-80. Когда я его отправлю в Россию, он будет продаваться. Бушный. А, нет рассрочки, нет гарантии, понятно. Реакции как-то влияют? Реакции влияют на мою мотивацию. Ну и вообще, в принципе, мне кажется... То есть одно дело, когда вас донат просит, а другое дело, когда просто палец вверх. При любом раскладе YouTube рекомендует больше. Хотя, если честно, вот на мой канал ему почти уже год. В феврале будет год. А нас всего 11 тысяч, с одной стороны. С другой стороны, это чистой воды канал для стримов. И это прям нереально круто, что во время тестировки мы собираемся таким коллективом. Тем более я говорю, что может там год-два и буду прессы здесь обозревать. Почему нет? Я беру. Что ты берешь, я не понял. Короче, норм эта тема, чтобы пообщаться. И у меня эта система еще, получается, что... Так, 21%. Все. 40 FPS. А почему 40 FPS, я не понял. А я не понял, почему 40 FPS. Что это за прикол? Графика. А, все. Так, я что-то не понял. А, то есть, типа, нельзя? Вообще подстава. А что это такое вообще? Что это за лабутень? Хорошо. Ну, это жесть. Только на минимальных настройках. 21%. Время пошло. Хотя бы 2 месяца лимитированная версия, это легенда.
Ну, а еще одну куплю, если надо. Привет, Белуга. Напишите, если еще одну купить. Может, еще что-нибудь скину. Завтра озабочусь. Может, еще куплю 2 лимитки. Леонид, да я у себя в телеге скидывал, 0 человек написало. Но с другой стороны, вот у меня продавал 1 человек, за 3 месяца из 18 смартфонов он продал... Ладно, из 23 он продал 4. Отдал другому человеку, за 2 дня осталось 3. То есть, технически, если человек хочет продать, без привязки к моему каналу вообще, чтобы вы понимали по поводу рынка в России. В России очень просто продавать смарта. Если у тебя адекватный ценник, у тебя, ну, как бы, утрированно там мини-магазин, там, ты там часто продаешь что-то, и тебя знают. И знают, что если что-то случится, к тебе можно просто прийти и сказать: чувак, такая-то штука. Хотя у меня не... Нет, это тач. Короче, тач. И вон FPS падал. Настоящим докладываю. Тач глючит. Сейчас будем еще продолжать настраивать и здесь его. Это не в сенсорном, не в этом. Игнорировать случайное нажатие. Сейчас отключу. Ну вот сейчас пробую. Что вообще как? Вот сейчас... Нет, это вообще лажа. Это вообще лажа. Нет, это не надо. Короче, теперь он вялый. Ну ладно. О, понеслась. Давайте не будем. Беларусь. Короче, есть смысл, в общем, покупать эти... Ну, завтра я займусь. Напомните мне, пожалуйста, кто-нибудь, или админ, или еще кто-нибудь, чтобы я завтра 2 лимитки купил по скидкам. Что у меня есть этот варик. Вот. У меня есть еще 2 человека, которые может купить. Когда тебя окружают боты, да? И я не про стрим. Да, что ж вы издеваетесь-то? Все, хватит по поводу стран, пожалуйста. Я сразу извиняюсь за всех. Да, страны называем правильно. Религии не вспоминаем, политику не вспоминаем. Не коверкаем названия стран. Что, допустим, Россию тоже разными словами называют. США разными словами. Но кто-то живет, кто-то остро реагирует на шутки, а некоторые названия прям оскорбительные. Если люди, проживающие в какой-то стране, считают, что ее неофициальное название их оскорбляет, будьте уважительнее. Алексей, вы улетите в бан. Если будете вспоминать каналы до 1 миллиона. Безопасность мне нравится. И стабильность. Нулевой уровень инфляции.
Нулевой просто. То есть у меня здесь знакомые некоторые, которые живут в Тае, в котором нет вообще ничего. То есть прикол в том, что здесь ни газа, ни нефти, по-моему, вообще ничего нет. А цены у них не растут 10 лет. 10 лет не растут цены ни на продукты, ни на что. И работа есть. Ну да, она не супер высокооплачиваемая, но ты можешь как-то что-то планировать. Вот. То есть с одной стороны королевство, а с другой стороны ты такой, оно и так может быть. И безопасность. Чтобы кто ни говорил, здесь я говорю, вот народ пишет всякую дичь по поводу, понятно, блогеры хайпуют, нарезки делают старые по поводу короля, там древние, 30-летней давности, еще какие-то вещи, ну и технически ты с ними ничего не сделаешь, они где-то, а де-факто, чтобы вы понимали уровень здесь безопасности, здесь есть такие камеры CTV, это то, что стоит, допустим, для примера в Москве, там определение лиц и т.д. и т.п. Так вот здесь любой физик, то есть я, ты по ссылке можешь подключиться к камерам городским и в высоком разрешении смотреть, что происходит по всей, ну вот везде. Притом прям, ну это реально помогает. То есть что-то происходит, люди сами там, не знаю, там бабушки сидят, еще кто-то мониторит, и полиция реагирует молниеносно просто. То есть здесь не успевает народ начинать драться, как ты такой смотришь, они уже все в повязках, и вокруг них 30 полицейских. То есть уровень безопасности 100. Я не знаю, я в военных городках был, и вот там уровень безопасности был на уровне 1% от того, что я вижу здесь. Процент. Понятно, что для большинства это типа не прикольно, когда ты не можешь там соседу машину подпалить, морду набить, там соседке или еще кому-то. Но вот мне, допустим, комфортно, что я хожу и не думаю, что у меня стырят смартфон и пробьют мне бошку сзади монтировкой. Напоминаю, что я там 2 года, когда ходил в Мурино, у меня было постоянное ощущение, что скоро я буду из спины финку вытаскивать. Неприятное ощущение. И, ну, это база вот из того, что прям основное. Это отсутствие инфляции полное. И... 5 секунд. И безопасность. Потому что, чтобы вам не говорили, для того, чтобы ощутить это, нужно куда-то приехать. Ну и качество бытовой химии и продуктов питания. То есть здесь реально, ты если покупаешь шампунь, он там 100 рублей, он так же, как профессиональный шампунь за 1500 в России я покупал. То есть до такой степени бытовая химия, стиральные порошки, то есть там зубная паста, очень высокое качество за довольно низкий ценник. И ты такой думаешь, а почему вот тут так, а где-то не так? И это странно. Вот. Очень низкие налоги для бизнеса, очень низкие. Дорогое электричество. Но опять же, тут отопления нет центрального. И очень вкусная еда и дешевая. Вот, наверное, кратко так. И плюс супер дешевые билеты. Я говорю, я когда летал в Токио, по-моему, 8 тысяч рублей я летал билет. 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей в одну сторону и 8 в другую с багажом. Я как будто в другом, знаете, там в 2014 году. А, в мире вот так. В Сербии было дорого, а здесь вот так. И жилье. То есть, хотя я в курортном городе, повторяю, что здесь можно за 24-25 тысяч рублей снимать однокомнатную квартиру в очуменном кондо с охраной, бесплатным бассейном и бесплатным спортзалом. И по мне это что-то тоже из разряда сюра. Опа, что тут за рубы? О. Что с ним такое? Короче, хорошо там, где нас нет. Мировые бренды. Так а нет, это такая же тема, если вы покупали когда-нибудь в Питере, допустим, ты там покупаешь Head and Shoulders из Финляндии, или зубную пасту из Финляндии, Colgate тот же. Это не обязательно какую-нибудь.
И ты очумеваешь от качества. Вот примерно так же. Так же, как в Турции. Если кто летал в Турцию, попробуйте там купить шампунь Head and Shoulders и купить его в магазине в Москве. И расскажите мне разницу. То есть не только бытовая химия, но и косметика масс-маркет. То есть просто вот обычный масс-маркет по ощущениям и по уровню, как будто это профессиональная косметика. С чего Xiaomi заблочили разблокировать? Нет, просто это дорого. Разблокировать загрузчик можно. Почему, Белуга, почему они забросили? Откуда эта информация? Кто вам ее дал? Откуда он стреляет? Да что ж такое? Я ж такой весь профессиональный стрелок. Так, давайте уже хватит этих. Потом придут, скажут, что на стриме. Из Польши? Так это было давно, наверное, Сергей. Сейчас уже не просто заказывать их из Польши. Надо было в какой-нибудь чат РБ написать, что Республики Беларусь. Белоруссия, правильно? Что Паша будет консультировать сегодня, как покупать там. Нет, можно с эдитом частично поменять, это раз. А два... так, камешки, сейчас сюда спрыгну. Мне уже глаз болит, наверное, надо идти спать. Завтра уже подсниму все. Нет, у Xiaomi не было китайских блокировок. С чего? Откуда эти новости? Опять от серовозов. Сейчас скажут, что я на них опять наговариваю. Первые заблокировать загрузчик начали Huawei, к слову. Наша любимая. Блокировать загрузчик. Вспомните это, когда будете очередной раз их хвалить, да? All right. Короче, надо ждать оптимизации. X7 Pro я оставлю и буду гонять где-нибудь через часик, через месяц. На данный момент все нехорошо. Ну, слушайте, не магазин я не знаю, сколько стоит. Я, скорее всего, буду его разыгрывать. Вы хотите купить маме Поко Тони Старка? Она фанат Тони Старка? Не будет никакой этого. Чего там у Realme? Redmi Note. Может быть, но вряд ли. Пока в планах нет. Может, когда-нибудь, да, на этом канале буду делать презо. Но времени нет. Опа, там тачка. Ну, на одном аккаунте, ну, можно разблокировать. 15 минут играем. 15 минут уже играем.
О. А посмотреть обзор на X6 Pro нет? Как мне нравится, у Гугла спрашивать не хотят, просто приходят в чат. Киви Джамбо, вам сколько лет? Скажите честно. Медиатеки увеличили на 600, на 6000. О. Здесь вот тачка. Он же куда-то шел потом. Или он просто доехал и все. Я же испугался, когда прочитал, хочу выиграть телефон в Казахстан. Я один раз просто отправлял в Казахстан, в итоге эта история была на 4 месяца. Телефон потерялся, к слову, потом вернулся. 4,5 месяца он гулял, в общем. Это была плохая история. Но если вы выиграете, я его туда отправлю, но я его еще не разыгрываю. Вы видели, как FPS, да, просел? Вот они, заруба. Но это были, как минимум, один был бот. Один реально может... О! Так, мне нужны патроны. И однозначно нужен дроп. Да-да-да, просядка FPS видна вообще конкретно. Нет места. Нет места все равно. Живо 4. О! Еще один. Лутаться.
Живо 3. Не забываем прожать лайк. Всем спасибо, что зашли. Прыгнули. Что лучше, только через верхнюю строчку в описании. X6 Pro, X7 Pro. X6 Pro, X7 Pro не будет пока сравнений. Но потом в перспективе. Как минимум мы в большинстве. Да, видите FPS? 73, 66, 73, но это все лажа. Извините за мой французский. Ползи сюда. Это будет забавно, если он нас снесет двоих. А вот он. Вот так. Вдвоем все равно легче. Но тач тормознутый. Отыграли 23 минуты. Было 20%, стало... Стало 12, стало 14. Слушайте, стало 14. А, нет. Это не то. 12. Играть можно. Кайфа мало. Напоминаю, что магическая вот эта вот штука у нас даже PUBG New State работает. Ну, как минимум. Не очень волшебно. Почему? Все, кто пришли и досмотрели это дело и вообще смотрели это в записи, не забываем прожать лайк. Мое мнение может быть субъективным, но тесты максимально, я считаю, объективные. Сергей, девушек нет. Есть женские ники. Это у меня это прошло, кстати, 3 стадии. Первая стадия, ладно, не будем. В общем, смысл в том, что у хейтеров было много стадий. Вот сейчас уже стадия, что да, что женщины или девушки могут и быть на стриме. Но, как говорится, не факт. А это все специфика Ютуба. Знаете много девушек, которые разбираются в технике? Я нет. Которые хотят разбираться в технике? Я нет. Не знаю. Так, графика. Видите, то есть нельзя выставить 90 FPS и ультра, и это печаль, потому что оптимизация нулевая сегодня. Опоссум, ну серьезно, ты админ. Ты как я бесполая в каком-то смысле. Света есть. Ну, значит, вот есть. Считай, админы есть. 21-12, 9%. Ну, также 20% в час. А, кстати, о птичках. Вот так, тут бегали. А яркость-то тоже 450 люксов.
Ну что это за лабутень? В PUBG New State, значит, он теперь яркость сбрасывает, даже без максимальных настроек и сбросом FPS. Ну, очуменно они оптимизировали перед тем, как выгрузить. 2 пальца вверх, Пока, в своем репертуаре. Оборзели там все. Есть. У нас есть администраторы, женщины, девушки. И диджи есть. И опоссум. И Света. Здесь графон, видите? Ультра экстрим можно выставить, это хорошо. Но, итого, еще будем жарить не только лимитку, топ-стайл, все сравнения вот там, вот через верхнюю строчку в описании. Моя аудитория умеет мозгами сравнивать и думать сама. Спеки вы можете открыть и без меня, а результаты тестов сейчас вы увидите. Обзор увидите завтра. Я думаю, что у вас нет 15 Pro Max HG, иначе ваш спич, язык, ваша фраза или сообщение не только построено бы было по-другому, но имело меньше ошибок. Но я понял, что вы сказали. Прямые грани приятней, то есть если брать вот это стёб какой-то а-ля Пока, не Пока, а а-ля Realme, это уже что-то интересное. Вот. Датчик приближения Макс, посмотрите стрим. Все тестировал. Вот. Всем огромное спасибо, что дошли. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Напишите, хотите ли вы в розыгрыше вот эту трубку. Эту, не новую. Эту. Потому что новые не факт, что я куплю, и не факт, что они еще остались. Жужу, да детям надо что-то тоже писать скучное. Девайсу от меня, да или нет, узнаете в ролике завтра. Мы его еще будем мучить долго. Мы еще будем мучить его в желтом виде как минимум тоже. Что X7 Pro желтый я купил. Жужу, опоссум, ша. Давайте скажем друг другу спасибо за то, что у нас есть что-то вне политики и религии с железками и без... Спасибо, Паш, что зашел. Владимир, Ленара, Юра, Тони, Георг СПБ, Кастро. У Димы столько контента, что времени нет ни на что. С Пока надо быть осторожней. Тони Стайл, ну хорошо. Я желтый тоже купил. Жека, Север. Надеюсь, что прожарки вам все еще интересно. Будем дальше продолжать. 5 утра пошел снимать. Все, всем добра. Увидимся, я думаю, послезавтра уже. Redmi Note 14 Pro Plus через 2 дня. Послезавтра я не осилю. Так, не та мышка.